Вообще очуменные часики и даже с защитой от влаги. Самый строгий дизайн из всех MSFit-овских часов. Приятный ремешок, отличный экран, великолепная реклама на YouTube. При связке с телефоном можно через часы отвечать на звонки и по ним же разговаривать. Но звонить с часов, как с хуавеевских часов, пока нельзя. Вызовы можно только принимать. Мне они понравились, но так много минусов у MSFit-ов я еще не встречал. Экран не утоплен в корпус, нет модуля NFC, он есть, но только в китайской версии, притом для нас он будет бесполезен. Хорошо, что есть многозадачность. Лично у меня часы не считали дневной сон, нет умного будильника, долгий поиск спутников и этой чистой воды косяк прошивки. Программа для сопряжения ZEP стала такой глючной, что желание разбить телефон при ее использовании появляется довольно часто. Сим-карты нет, галереи нет, Always on Display в наличии, но пока для Always on Display циферблатов только 2. Пожалуй, приторможу или ролик смотреть не сможете. И все сказанное не мнение в противофазе. Я повторяю, часы достойные, но вопросов у меня к ним море. Сейчас обсудим. Tube 751, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и любой комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия конкурсов в описании. А сегодня я расскажу вам о новых умных часах Amazfit GTR 2. Как всегда, откуда они у меня появились. Данный девайс в далеком ноябре был отправлен мне производителем. Логично, без ТЗ и условий. Спасибо Amazfit, пакинг достойный и безопасный, даже коробка для пересылки фирменная с максимально разумной упаковкой. Внутри часы, документация и кредл зарядки. И пока я буду показывать вам все меню часов и программы, расскажу о данном гаджете подробнее. Amazfit GTR 2 доступна в классической и спортивной версии, у меня версия спортивная. Тип экрана AMOLED, диаметр составляет 1,39 дюйма. Яркость отличная, в 450 кандел на метр квадратный. Разрешение экрана 454 на 454 точки. Плавность анимации лучше, чем в первых GTR, но тоже не идеально. Спортивная версия имеет корпус из алюминиевого сплава и силиконовый ремешок. Классический вариант из нержавеющей стали оснащен кожаным ремешком. Внутри абсолютно бесполезный для нас голосовой помощник Xiao Ai, который понимает команды на китайском, даже без подключения к сети. В глобальной версии есть вроде бы еще Alexa, которая нам тоже не нужна. Есть NFC, но работает он только в Китае, Bluetooth, уведомления о звонках, сообщениях и поддержка уведомлений из приложений. Аккумулятора емкостью в 471 мАч хватает на 14 дней при обычном режиме использования, но это в идеале. По моим тестам, часов хватает при интенсивном использовании в среднем на 7 суток. Не знаю, как народ в них ходит больше 10 суток, но у меня так. В базовом режиме время работы увеличится до 38 дней, но это ультра-эконом. При включенном GPS время работы составит двое суток, а при активном подключении к сети часы проработают всего 10 часов. Быстро по железу, вес 39 граммов, размеры вы видите, цвет черный, корпус из металла, степень водопроницаемости 5 атмосфер, плавать в них можно. Типы подключения Bluetooth и Wi-Fi. Версия Bluetooth 5.0. Программа для сопряжения с телефоном ZEP. NFC только в китайской версии, в СНГ работать не будет, повторяю, третий раз. Спутниковая навигация GPS GLONASS. Материал ремешка силикон. Ширина 22 мм, ремешок быстросъемный. Качество мне его очень понравилось, спать в них удобно. Время зарядки 2,5 часа, время работы в режиме ожидания, как я уже говорил, до 38 дней. Память около 3 гигабайт. Закидывать на них можно, правда, только музыку. Доступен мониторинг сна, калорий, физической активности, сердечных ритмов, биотрекер. Шагомер довольно точный, 90 режимов тренировки на борту. Показателей много. Грибки часы считают. Во время тренировки можно управлять встроенным плеером или плеером телефона. Музыку можно заливать прямо на часы и после этого либо подключать через Bluetooth колонку или беспроводные наушники, либо транслировать музыку через встроенный динамик часов. Качество встроенного динамика терпимое, но без вау-эффекта. Разговаривать приятно, а вот музыку слушать я бы не стал. Встроенного плеера для просмотра видео либо фото, как и встроенного браузера, нет. В режиме отслеживания плавания, конечно, нельзя использовать плеер. Автоматическое определение активности лично у меня работает с среднячком, с косяками. Иногда определяет первую активность в течение минуты, иногда не видит ходьбу целый час. Чтобы принимать звонки с часов, необходимо подключить часы как Bluetooth устройство. Микрофон и динамик в режиме разговора по мне довольно хороши. Ремешок шириной 22 мм очень качественный, быстросъемный. В продаже таких море, можно перевешивать любой.
любой. Есть возможность устанавливать пароль, что довольно удобно. После прочтения сообщения автоматически удаляются, будильники с часов выставляются, пульс часы считают точно, даже во время активности. Часы также способны считать пульс постоянно, отслеживая его в течение дня и в течение вашего сна. Датчик уровня кислорода в наличии, также работает исправно, но в автоматическом режиме он не работает, во всяком случае пока. Плюс он слегка нежный, только дерните рукой и он сбрасывается. Иконки не на все программы в оповещениях смайлы часы показывают. Имя звонящего контакта они выводят. Если отвечаете на входящий вызов с телефона, то будете разговаривать по телефону. Если отвечаете на входящий вызов с часов, когда они с телефоном сопряжены, то будете разговаривать с них. Есть возможность настройки вибраций, что довольно прилично. Высотомер и компас работают нормально. Внешний пульсометр, к сожалению, не подключить, и это очень плохо. Возможно, эту функцию добавят, но сейчас ее нет. Музыка перекидывается из приложения Zepp. Google Ассистентом пользоваться нельзя. Повторяю, с часов звонить как с Huawei-вских умных часов, может быть, многие подумали, что можно, но нельзя. На Huawei можно заливать контакты или звонить на последний входящий вызов. У Amazfit такой функции нет. Ссылка на обзор на Huawei-вские часы, кстати, в правом верхнем углу экрана, можете посмотреть. Загружать маршруты GPS, как в Amazfit Pace, цена на которые в 3 раза ниже, и обзор на них вы также можете посмотреть в правом верхнем углу, плюс к ним еще и нагрудник можно подключить к этим пейсам. К сожалению, в Amazfit GTR 2 нельзя. Многозадачность есть, но по мне слегка корявая. Таймер и секундомер можно использовать в фоне. Периодически выдают данные кривого пульса, хотя все относительно. У некоторых пользователей спонтанные перезагрузки часов, но мне кажется, у них брак. Кривоватая работа автопаузы — это факт. Разблокировка, заблокировка вручную часов при получении уведомления о достижении целей, что тоже неудобно. В Страву тренировки выгружаются, но не все и не всегда. События можно создавать только в программе на телефоне, что неудобно. Нет меню телефонной книги, как я уже говорил, хотя бы на 10 контактов бы сделали. Наушники можно подключать любые беспроводные. Круто, что есть отслеживание активности, катание на лыжах. Не во всех часах оно имеется, но Amazfit вроде бы уже даже во всех. Музыка скидывается долго, анимация фризит прилично, что плохо, но лучше, чем в GTR первой версии. При подключении к iPhone музыку также можно залить. Циферблаты также с iOS скидываются, что хорошо. Погода часто отваливается, 10 часов проигрывания музыки вам обеспечено. Часы это дело вывезут. Резюмирую, те же тапки, только в профиль. По мне, нужен спорт, нужно брать Amazfit Pace или Stratos 3. Нужна красота, можно рассмотреть GTR первой версии. Для цены в $179 по ссылке в описании к видео девайс хороший, но альтернатив у него море. По мне, нужно ждать распродажи и использовать промокоды. Кстати, промокоды и купоны вы можете взять в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, как и очень вкусные предложения на данный момент на Алиэкспрессе. Хотя, с другой стороны, и без сейлов часы раскупают довольно люто. Народу они зашли. Мне нравится, как они выглядят, но много вопросов к программе Zepp. Она мне не нравится. Слишком глючная стала. Решать, брать вам такие часы или нет, всегда вам. Пишем, что еще для вас интересно, ставим лайк за труды, смотрите топ умных часов по ссылке в правом верхнем углу. Завтра, скорее всего, будет топ наушников дороже $100. Подписывайтесь на канал с колоколом, девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.